О чем бы ты хотел поговорить, чтобы понимать, куда мы будем двигаться в течение следующего часа? О детях? О детях? Конечно. Есть два типа взрослых. Одни, значит, спокойно относятся к детям, а вторые, как я, начинают психовать, беситься, злиться, закрываться от них. Какого хера они тут орут вообще? Вы чё? Ну-ка это, спокойно сидим, спинку выпрямили, ротик заткнули, и я росла таким ребенком. Я пришел к выводу, что какая сейчас система образования, это полный пиздец. Да, это понятно, это 100%. Пиздец. Ты вот, знаешь, куда угодно не плюнь, везде пиздец какой-то. Нет, ты не понимаешь, насколько это плохо. Я понимаю, что в целом все Ты не понимаешь, насколько объективно плохо. Я понимаю, что у тебя душа болит. Но У меня очень душа болит. Потому что дети это прям твое. Тогда вот я помню мысль, зачем я буду делать задротов, если я могу сделать людей, активными, физически развитыми. Когда я просто пришел в кадетский корпус, в котором учился, и говорю, вам нужен тренер по футболу, без зарплаты, без ничего, просто возьмите меня. А мы вообще когда начинаем писать? Я привык, что это необразованность. Это, кстати, то, что меня триггерит в детях. Необразованность. Вернее, невежество. Вот это слово, которое меня бесит. Невежество. Да. Слово, которое тебя триггерит? Очень. А что тебя триггерит в невежестве детском? Ну, то есть, мне кажется, это вполне естественно, что дети невежественны, потому что у них нет такого опыта и бэкграунда, как у нас. Ты начинаешь этот разговор с вопроса, к которому я мечтал подойти где-то в конце. Мечтал? Видишь, твоя мечта сбылась. Неосознанно. Ну, я же как-то представлял себе сегодняшний разговор. И блин, я обожаю такое. Если ты хочешь узнать, чем тебе заниматься, в чем твое, грубо говоря, предназначение, какая работа или какое направление тебе копать, посмотри, что тебя... в детстве, да? Не. Посмотри, что тебя бесит, когда это испортили. Ага, допустим, чувак делает торты... Подожди, а как правильно, торты или... Правильно, торты. Да. И видит, что кто-то берет кучу дорогих продуктов, лепит из этого говно, и он как? Да. Да. И сразу поднимается как это можно было сделать так херово с такими классными инструментариями? Хочешь посмотреть, чем тебе заниматься, посмотри, что вот тебя бесит, когда испортили. У меня эта тема абсолютно в детях. Страшные эмоции вызывают дети, которые в невежестве находятся. Дети какого возраста? Любого. До какого возраста? Любого. Когда смотри, когда это человек взрослый и осознанный, я понимаю, что это уже процесс незаконченный, но он уже сформированный, и здесь ты ничего не можешь изменить. Когда ты видишь человека где-то до 20 лет, ты понимаешь, что все впереди. То есть ты понимаешь, что этот человек на стадии трансформации какой-то. И это не о том, что ты должен его схватить и начать учить, лечить, спасать куда-то. Это о том, что ты его можешь как-то направить. И помочь в этой трансформации. Да. Не бывает такого, что если ты что-то не делаешь, что это остается висеть в воздухе. Если ты что-то не делаешь, это делает кто-то другой. Поэтому если ты не вкладываешься в ребенка, в него вложится кто-то другой. Если ты не вкладываешься в развитие человека, его будут развивать улицы, его будет развивать криминал. И это не стереотип. Это не стереотип, это именно... Его будет развивать кто угодно. Но кому он доверится, кто будет его авторитетом. Конкретно сейчас в России не нужно, на мой взгляд, люди, которые будут думать своей головой. Вся система образования, ее цель одна – это делать людей послушными. Другой цели там нет. Согласна. То есть, и поэтому сейчас любое отхождение от этой парадигмы, от этой цели, которая выгодна государству, то есть вообще там, не Оруэлл, конечно, там дважды два пять, но нет, как партия прикажет, а именно больше про то, что просто послушные, максимально послушные. Мы, очевидно, вот ты один, я одна, мы не можем повлиять на всю эту огромную махину, я про Россию. Но тем не менее, можно подумать о том, что мы можем сделать в своей жизни, для своего окружения, чтобы помочь кому-то, не всей России, а реальным людям, какой-то группе людей, 50, 100, 200 человек, уже будет классная Ты знаешь, победа. когда ты начинаешь думать в этом контексте, и когда ты находишься внутри, то есть я работал в школе, я работал в детском саду,
И если бы не началась война в России, скорее всего, я бы сейчас пошел работать куда-нибудь в администрацию и бороться там с ветряными мельницами. Но именно бороться, то есть... Опять в протестной форме, как ты... Блин, да, у меня много в протестной форме, потому что я вижу, что работает неправильно, я хочу предложить свое, но... Но ты похож на представителя красного уровня по спиральной динамике. Я очень косвенно знаком со спиральной динамикой, я знаком только, скорее всего, с темой того, что тебе нужно просто отследить, где ты, на каком уровне находишься. Что ты имеешь в виду под красным уровнем? Ну, у тебя поднимается энергия, когда происходит какой-то конфликт, и ты делаешь что-то обычно на адреналине, на гормонах. Абсолютно точно. Но есть люди, например, я очень много встречалась с людьми, которые сильно повлияли на меня, и они принимают решения и в целом работают в очень спокойном формате, и они работают на долгосрочную перспективу. Я тоже такой не была, когда вот пришла в компанию большую. И вот эта планомерность и структурность — это прям следующий уровень про синий. И красные чуваки, когда устают на своем уровне, а это очень энергозатратные. Да, потому что каждое действие ты делаешь на вот этой, на внутреннем огне, да, и ты много тратишь на это действие, много отдаешь своего. И когда его теряешь, очень трудно его найти еще. То он же уходит, приходит. Ты же не можешь жить все время в этом ресурсе. Да, и он потерялся, и ты такой, что делать? Но я тоже прихожу сейчас конкретно к истории, что это все должно быть планомерно, структурно, и нужно себя самоорганизовывать. Вот как раз возвращаясь к тому вопросу, что хочешь повлиять на 10 человек, на 50 человек, на 100 человек. То есть, грубо говоря, через меня за 4 года в детском саду прошло порядка 300 детей, на которых я так или иначе повлиял уже на каком-то уровне. Хотя, как мне кажется, это не фундаментально, потому что в этот момент они просто все впитывают, но более простраиваются они уже в первых классах до 4-го, где-то так. Да, у них, может, останется какой-то там чувак, который там был про все хорошее, там, про справедливость, про честность, там, строил их по линеечку и как-то рассказывал, как надо там быть дружными и справедливо друг к другу честно относиться, и ругал там самых каких-то грубиян, забияк. Я старался очень, чтобы была модель какая-то выгодной честности у детей. Взаимовыгодной, да. И что если ты нарушаешь правила, то ты будешь, лохом. Нет, не лохом, а скорее, что у тебя будут санкции. И возвращаясь, опять же, через меня прошло какое-то количество детей, и ты понимаешь, что даже 300 человек это очень мало, и это очень мало, насколько ты можешь повлиять. И хочется перейти на следующий уровень. Я понимаю, но я тебя тут остановлю. Но ты же влияешь на вот эти 300 человек. Они потом уходят в свои семьи, к своим друзьям, и начинают тоже какие-то твои идеи и твое влияние дальше распылять. То есть это, такая цепная реакция, как в домино. Я понимаю, но хочется больше. Масштабировать. Хочется больше потратить себя на что-то большее. И откуда конкретно вообще, сейчас... кстати, эта мотивация быть полезным? Это же про какую-то пользу, Это вообще прям про меня. Пользу общества. Да. И вот про меня тоже. тоже. Это уже привет психологам. Мы разговаривали на эту тему, что... Это ненормально, типа. На грани. Но пока я не нашел какой-то более выгодную модель поведения, я хочу выжать из этого максимум. То есть, если мне это прет, если мне это нравится... Какая классная мысль! Вау! Это просто охуительная мысль. Пока я здесь, на этом месте, в этой модели, я выжму максимум из того, что имею, из этого контекста. Это очень круто, потому что много людей попадают в разный контекст, в разные обстоятельства и в состояние внутреннее, они такие, отстой. А у тебя оно вроде, ты понимаешь, что это не самая здоровая позиция, такой, я все равно выжму из этого лучшее, что смогу, и все, что смогу. Но я же с этого и плюшки имею. То есть я же уже понял, где я кайфую с этого. Да. То есть, грубо говоря, это какая-то наркотичность, что ты как-то... Зависимость от какого-то похвалы, зависимость от... Ты красный, ты по спиралке прям красный. Как скажешь. Да, прикольно. Может, представимся? Йоу, чуваки, это Дима классный. Творческий чувак в Тбилиси занимается всем на свете, много чего. Да, все везде и сразу, это прям про него. А сегодня мы обсудим творческий путь Димы и вот это стремление оказать пользу обществу и, в частности, детям. Расскажи, что для тебя творчество, как ты это понимаешь?
Творчество — это возможность креативно показывать твое мировоззрение, то есть то, как ты пропускаешь через себя весь этот мир, варишь в себе этот бульон и выдаешь что-то. Я понимаю уже сейчас, что как мне дальше действовать. То есть я опять же вот походил год в Тбилиси, я понял, что все равно я не могу без детей. Я возвращаюсь в это, и даже здесь уже мы делали с грузинскими приключениями, Женя, привет, встречи с детьми, на которых мы с подростками пытались сделать обзор профориентации. Показывали С грузинами различные... или экспатами? Без разницы. Все. То есть была девочка-грузинка, вообще прекрасная, такая прям пришла, у нее с первых дней загорелись глаза, и я хочу работать. Она не просто, она хочет все, то есть по чуть-чуть, и я такой, блин, Живая. вот ты когда видишь такие глаза, ты такой думаешь, вот, для этого ты, типа, живешь, вот, что вот это хочется. Но также у переменных есть тип. На базу. Ты не с того, по-моему, урок начал. Ты учишь детей хакерами быть. Это же самое веселое. Ну да. Могу и Кстати, могу и Диме, кстати. Но выглядит с такой скоростью... Не-не-не, мне не надо. Надо. Сейчас, я точно не стоит не закрыть, он начинает месяц. И когда этот запал где-то пропадает, где-то утухает, ты такой, руки опускаются, типа, ну ты же для нее делал все, вот. И понимаешь, что все равно кому-то это понадобится. Хочется делать какие-то такие проекты, я хочу масштабировать сейчас этот проект, но, опять же, какой-то внутренний перфекционизм и требование к себе заставляет отодвинуть это, во-первых, отодвинуть это на какой-то долгий срок, чтобы это больше... выдать как более качественный продукт, более подготовленный, сформированный и, конечно же, как-то коммерчески, чтобы он самоокупался и приносил какую-то прибыль и известность. Вот. А по поводу финансов, я понимаю, что финансовое вложение, как раз-таки поэтому я занимаюсь какой угодно работой, которая приносит сейчас деньги. Также я делаю краш-комнату в Тбилиси, где люди приходят, выпускают свою энергию, тоже там психологически их прорабатываем, обрабатываем. Подожди, то есть перед тем, как они начинают там все разъебывать в этой краш-комнате, вы еще с ними общаетесь? Конечно. Вау, так это супер продукт тогда получается. Я думала, да. что это тупо комната с разными предметами. Вот это мы вчера снимали с ним. А что вы обсуждаете? Какие-то Смотри, блоки, прямо зажимы? психологическая история, то есть это мой опыт, я провожал в дальний путь свою армию, то есть потому что она сидела во мне сколько-то много лет, какой-то негативный опыт, который я хапанул там. Мы с психологом работали, я говорю, я боюсь внутреннего зверя, который во мне все эти года сидит, а тут стены тонкие, люди слышат там, а я буду тут сейчас... Она специально выделила мне там что-то в 10 вечера, мы пришли в какое-то пустое помещение, в здании никого, и она час из меня тисками тащила, чтобы я вот, сэмоционировал, она меня и так, и сяк, и что ты тратишь там свой творческий потенциал, и то, и все. И в итоге я там вскочил и разъебал ей стул просто, и наорал на человека, которого я там представлял. После я пошел за водичкой, уже все отпустило, и я такой впервые вышел за границы аудитории, в которой мы находились. Я наливаю стакан, есть стакан, тоже как-то почему-то хочется позаботиться, я понимаю, что мне пиздец, я не удержу их, все, я падаю со стаканами, я их ставлю, опираюсь на стол, а потом такой минуту, раз, такой в себя захожу, прохожу, протягиваю ей стакан, и понимаю, что мне полный пиздец. Я просто падаю на пол и начинаю валяться. Такое ощущение, что тебя вот так вот выжимают, то есть в районе поясницы. То есть какой-то зажим был там. Да, меня так, сильно ушатало, что этот зажим вышел в течение 5 минут, меня скручивало, она там дыши, типа все нормально. А я такой, я жить хочу. Вот. И в итоге меня попустило, и эта ситуация, она стала какой-то отправляющей точкой. Через несколько недель мне позвонил Женя и говорит: Дима, там продают краш-комнату, давай купим. И я такой, ясно, это типа... Это да. Мне передают привет. Я много грешу, но почему-то меня там любят. Классная фраза. И в итоге получается, что когда мы туда зашли, я первое, что понял, я хочу этот опыт нести дальше. Мы предлагаем разные сценарии, и один из них, когда приходит человек, они такие сказочные заходят, такие, что здесь, такие, это. И ты такой, все понятно, это мой клиент, есть, садись,
присаживайся, и мы начинаем разгонять. А что понятно, вот эта сказочность? Не, смотри, сказочность, когда люди приходят, и вот мы снимали вчера контент для того, чтобы рассказать вот все то, что я хочу тебе сейчас поведать, что мы делаем в Крэш-комнате. Давай, короче, свайпай вверх, как ты умеешь. Мы ж миллионеры, новый ТикТок с Инстаграмом запишем. Что ты вообще представляешь, когда видишь слово Smash Room? Ты оказываешься в этом мягком, уютном кресле. Ты начинаешь вот это все говнище разгонять. Ты начинаешь это все вспоминать. Мы начинаем вкидывать, что еще тебя тревожит. Ты придаешь даже обличие своим проблемам. И тебе больше ничего не остается, как взять свои проблемы и вломить им как следует. Приходят люди, и они не знают, что это. Мы начинаем разгонять твои проблемы. Кто-то приходит такой, не-не-не, что-то мы видимся первый раз, поэтому довериться очень трудно. Вы можете на своих мыслях побыть, а можете вместе с ведущим разогнать те проблемы, которые вас тревожат. И разгоняя это говнище, и ворвавшись в комнату, начиная разбивать бутылки, телевизоры, там, компьютеры, все, что там под руку, все, что закупили, естественно, попадается, человек как-то выпускает вот эту энергию, вот это внутреннее зверя. И я был неоднократно свидетелем того, как люди реально, более того, менялись, да? Во-первых, когда реально происходил такой процесс, они выходили очень задумчивые. Вот, но у меня есть кейс, что был человек, опять же, я никогда не называю конкретных людей, могу рассказать просто ситуацию, что человек позвонил, написал, я хочу прийти, хочу, чтобы был именно ты, потому что, у нас есть с тобой какой-то более-менее дружеский коннект. Окей, приходит, рассказывает, что проблемы со второй половинкой, мы начинаем разгонять, человек на антидепрессантах сидит, плачет по ночам, не может никак пережить эту ситуацию. Даем биту, даем бутылки, костюм заходит, начинает разбивать, все, орет, плачет, визжит, выходит и более задумчивее, чем был. Самый кайфовый процесс получается не от того, что разбили бутылки, а от того, как мы посидели до, после и от того, что нам написали после того, как ушли. Да, вот это лучшее, для чего я хочу, чтобы комната работала. Очень круто. И получается, что она посидела, она сидит вот так вот, все, у нее никакого ни лица, ни желания, ничего, она просто сидит, пьет чай. У нее ничего, то есть там пустая коробочка, что-то происходит, новые какие-то мысли приходят, и через неделю напишет: блин, спасибо, я перестал плакать, мне стало гораздо легче. Вот. Вышли эти эмоции, да, более подавленные. того, грузинка еще приходила, лично видел, которая тоже там видно, что какое-то у нее эмоции, она не сильно открывалась. Еще, я забыл сказать, что еще на бутылках мы прописываем какие-то проблемы, и человек пишет там, допустим, не могу получить шенген. Блин, что такие классные, очень классная идея для стартапа. Бросил парень. Начальник заебал. Да. Разбей эту проблему, у тебя уже психологически будет первый шаг, что ты уже ее делал. Это офигенная Вот. метода. И закончу про грузинку, что захожу, она такая, одышка у нее, что все, устала, там, потому что это как физуха. И говорю: блин, у тебя столько было проблем, и ты со всеми, с ними справилась. Она просто как была, села на пол и разрыдалась прям там. Я такой, там второй человек стоял, говорит: иди, обними ее. Она подошла, обняла, и вот этот процесс, и это вот то, для чего я делаю комнату, но это опять же что-то такое, знаешь, как будто ты помогаешь каким-то взрослым детям. Вот, почему я спрашивала у тебя, какой у тебя возрастной ценз на концепт ребенок. Потому что я вижу сейчас 30-летних, 40-летних детей во взрослых телах, которые... Да, которые 0 ответственности, 0 самостоятельности, вот они, не знаю, в каком-то... Мы сами такие. Да, до какой-то степени, безусловно. И у меня в какой-то момент вообще перестало разграничиваться понятие ребенок и взрослый. Я не понимаю, теперь я вижу ребенка, иногда он взрослее, чем я. Хочу сказать сразу, что это про зрелость. То есть ты сейчас говоришь о зрелости какой-то человека. То есть он не берет ответственность за себя, он за него берут ответственность. И это инфантильная позиция. Пока ребенок, по всем документам ребенок, тебе хочется ему помочь созреть, чтобы стать сильным, светлым, полезным членом общества. Когда ты видишь такого взрослого человека, ты понимаешь, что в какой-то степени это его или осознанная позиция, или это не твоя юрисдикция. Но если ты можешь этому помочь,
Слава богу, у меня есть недавние примеры, что я повлиял, считаю, что на жизнь человека, который на моих глазах созрел. Я его за это очень уважаю. Я не буду называть имена, я просто хочу сказать, что есть человек, на которого я повлиял, и я от этого счастлив, я сейчас расплачусь. Дима, мы с тобой находимся в прекрасном пространстве Цискари, где проходит миллион разных мастер-классов и курсов творческих. И наш вопрос от предыдущего гостя напрямую связан с этой темой. Никита, который делает сидр, кстати, посмотрите выпуск на нашем канале, он задал вопрос тебе следующий. Назовите 5 вещей, которыми вы бы хотели заниматься в будущем. Номер 1 цель — это дети. Более какая-то ориентация профессиональная, развитие личностных качеств. Это вот то, чем хотелось бы заниматься дальше, но только очень трудно ребенку. Все очень боятся, что они придут, и там начнутся школы. То есть опять, а школы уже все наелись вот так вот, после 4 класса. И поэтому очень нужно как-то лавировать. Мы это подавали под соусом на стол. Но в любом случае сейчас я буду прорабатывать тему с тем, чтобы как-то это реализовать в более лучшем виде 100%. Это был номер 1. Номер 1. Номер 2. Это монтаж. Мне он нравится, меня он прет, меня он зажигает. То есть мне нравится фрилансить. Я бы, честно сказать, хотел бы заняться музыкой, потому что последние полгода я учусь играть на гитаре. Попробовал впервые в жизни играть на барабанах, и я понимаю, что я бы хотел еще попробовать, наверное, учитывая, что у меня работа идет с монтажом, мне порой не хватает музыки. Музыка — это тоже, что меня очень интересует. 4, чем бы хотел... В дополнение, если так еще... Мечтаю. Да. Я мечтаю это вот уже очень давно. Наверное, лет 5 я мечтаю это попробовать. Курочек пойти на... Ты знаешь, я прихожу, что хочется заняться каким-то самопознанием. Религия для меня, она всегда рядом, и я, считаю себя верующим человеком, но точно не образцовым, то есть вообще не рядом. Мне больше сейчас интересно погрузиться в какую-то медитацию, то есть вот это вот туда куда-то копать, вглубь, чтобы вот разбираться с какими-то детскими теми же самыми проблемами. Мам, пап, привет. Ой, да, мамочка, папочка, привет, люблю вас. И деньги посыпались по всей студии. Мама. Я, кстати, совсем недавно почувствовала вот это единение со своими родителями. Я всю жизнь их ненавидела, не любила, отрицала и стеснялась. И вот буквально, наверное, последние 2 года во мне происходит вот эта трансформация долгожданная, что я к ним начинаю нормально относиться с любовью, и я вижу вот эти... знаешь, красные ниточки заботы, которые через всю жизнь тянутся от них ко мне. Вспоминаю какие-то истории, и так тепло от этого становится. Я вообще об этом не думала в детстве. Была каким-то очень закрытым, отстраненным ребенком. Вообще от всех и всего. Хочешь, сейчас тебя разъебет? Давай. Я недавно подсел на одного блогера. Можете накидывать, что там инфо-цыган. Я люблю инфо-цыган. Все, сразу договоримся. Тема, от которой меня очень сильно ушатала, о которой он рассказывал, она вот в контексте детей, раз уж мы заговорили, родителей, это немножко займет время, но это настолько важно, что мне хочется вот вложиться, чтобы оно что-то несло светлое, раз уж мы про детей говорим, и всем внутренним детям, которые нас услышат, передать привет. Папа. Чувак рассказывал про папу. Значение в жизни. Да, у меня были сложные отношения с отцом. Так. И был момент, когда наступил карантин, я очень плохо к нему относился внутри себя. И уже забросил какие-то попытки что-то изменить. И мне тогда тоже психолог в один момент сказал, что типа напиши ему письмо. И карантин пришел. Это, кстати, самый, лайфхак, как простить в чем-то родителей. Папа никогда у меня не был плохим, он был самым лучшим и во всем. Мне всегда казалось, что кто-то меня мало любит. То есть все. Я хотел, чтобы меня любили всегда. И вот это вот какая-то недолюбленность. Нон-стоп. Да. Любите меня, я ребенок. И в какой-то момент, то есть там папа там, дверь не закрыл, все. Да, и в итоге это все, заставило меня закрыться от него. И он говорит, да у тебя, проблемы не с миром, у тебя проблемы с папой. И я такой, ладно, окей.
надо написать письмо. Я несколько месяцев откладывал, наступает карантин, я такой понимаю, надо. Пора. И ты сидишь ночью, пишешь первую страницу, вторую страницу, третью страницу, ты уже вот так вот слезы капают. Вот это вот. А потом уже, ну я тебя все равно люблю, я же понимаю, что ты хороший. Ой, сейчас. И выкидываешь потом на улицу, на утро это сжигаешь, и получается, что папе в августе 75 лет, он не изменится. Но он такой, опять, что ты типа там дверь не закрыл, что ты то, что ты сё. Я такой, ну блин, ну ты же знаешь какой, все, я такой. И он уже, что ты, ну пап, что ты ожидал, что я закрою ее что ли, или я помою посуду, что ты? И в итоге уже спустя несколько лет я офигел от того, какие у нас отношения сейчас. Писал. Да, один раз. Класс. Но я веду к чему? К тому, что сейчас созрела та ситуация, когда я посмотрел этого блогера, возвращаясь сюда, где говорилось о том, что отношения с папой. Говорит, всегда папа, сначала у тебя Бог, и потом становится простым смертным, а потом становится ничтожеством. Ребенок так или иначе смотрит на отца в детстве как на Бога, потому что вот эта вот милипиздрическая двухлетняя крошка, которая ничего не может сама ни пописать, ни покакать, ни выбросить за собой вот это вот дерьмишко, ни поесть, ни помыться, ноль вообще функционала. Он смотрит как на Бога, и этот чел еще разгонял такую историю, что даже если родитель умирает, папа, то ребенок думает, что это его осознанный выбор, потому что папа Бог, он может все, и ребенок настолько плохой, что папа от него специально ушел, даже если это какой-то несчастный случай. Это именно как работает психология ребенка. И мне это все перекликалось. Я вот именно про то, насколько папа Бог, что ребенок считает, что это из-за него, то есть он какую-то вину на себя накладывает, и говорит, что это папа вот специально ушел. Он не мог это сделать случайно, он Бог, он когда хочет, тогда уходит, и он ушел именно сейчас. Но сейчас не об этом. Я про то, что папа Бог, и он делает какое-то первое сомнение в твоей жизни, что ты думаешь, да он не Бог, он обычный человек. И когда ты видишь, что какой-то спуск в иерархии, но опять же, я приведу пример, который я слышал, потому что у меня нет настолько наглядных, что у чувака был отец строителем, и ему в детском саду говорят, что типа нужно починить кроватку. Пришел отец, посмотрел, говорит, я не могу, и ушел. И он такой, как? Ты там типа дома собираешь, ты что, типа кроватку не можешь починить? И он у него упал, типа, ну это, наверное, не Бог, это, наверное, просто человек. А потом, говорит, в какой-то момент было предательство, что там он жестко на него наехал в тот момент, когда он очень хотел от него поддержки, и он понял, да нет, типа, он вообще ни хера в жизни не попадает, не понимает. И у меня, я понимаю, что были такие же этапы, когда я понимал, что мой отец просто смертный, и потом, когда у меня был момент презрения его. Да. Но потом наступает момент обратный. Возвращается на место. Когда ты понимаешь, что он просто человек, он ничего не может сделать с той ситуацией, в которой он находится, и в какой-то момент он возвращается на уровень Бог, и ты понимаешь, что он там был всегда. Ну, Дима. Я люблю тебя, пап. Это так мило. Я тебя очень хорошо понимаю. И как чуть-чуть философ хочу еще подсветить то, что на самом деле никакой оценки нет. Все наши отцы одновременно и боги, и обычные люди, и ничтожество. И когда ты все это собираешь в единый кусок и сам выбираешь смотреть на своего отца из конструктивной позиции, из любви, и благодарить за ту любовь, за то время, часы, дни, года, что они посвятили тебе, на твое воспитание, обеспечение, чтобы была еда, был сон, было тепло. Это же, просто невероятно. Вот мы полностью состоим из кусочков наших мам и папы. Абсолютно. 50 мам, 50 пап процентов. Рекомендую фильм «Со мной вот что происходит». Там есть момент как раз-таки, очень камерный, очень не для всех, но есть момент, когда один из героев рассказывает про вот эти этапы, кстати. Ну, там совсем точно не фильм, который стоит смотреть. Он
скорее как какую-то вот камерность, Как наш душевность. подкаст, да? Можно и Да, смотреть, да, да. просто знать о нем Но надо. там есть момент, когда он говорит, что типа в какой-то момент ты хочешь быть противоположностью своих родителей, а в Да. какой-то момент ты понимаешь, что ты полностью состоишь, Да. все лучшее, что в тебе Да. есть, это от них. Да. И вот закончить вот эту историю хочется панчлайном, что Давай, добей нас. лучше всего пройти эти все этапы при жизни родителя. И я поэтому благодарен психологу и психологам, которые со мной работали, что они подсветили эту проблему. И я успел пройти этапы и могу сказать лично это своему папе, что я его люблю. У нас очень классный семейный получается подкаст. Мы это скрепы восстанавливаем. У меня Нина очень переживает, что она не видится с родителями, с бабушкой. Ну, то есть мы там там уже почти 12 лет мы вместе, и все это время она ездила домой. И мы были там, ну, в лучшем случае, раз в месяц там на выходных. Вот. А сейчас она больше дома, чем в Тбилиси. Вот даже сейчас она дома в России с бабушкой. И поэтому действительно порой расстояние — это не очень плохо, потому что ты как будто понимаешь ценность тех людей. И они тебе оттуда тоже желают счастья и переживают за тебя так искренне и так тепло, что ты зная, что они на тебя надеются и ждут, и всегда поддержат, ты такой, типа, да, типа, я вот все сделаю, чтобы вы не расстраивались, и это очень тебя стимулирует, потому что когда ты один в этой жизни, это очень тяжело. Ну, то есть первые полгода в Грузии ты просто ощущал себя как, сиротой какой-то. Но тебе писали, и ты такой, нет, я не один. Я знаю, что там люди меня ждут, очень на меня надеются. И вот это вот даже в самые черные дни, а их было тут дохера, вот это знание и понимание, оно очень стимулирует, чего всем хочется пожелать, чтобы у вас были какие-то важные люди в жизни, семья ваша, в том числе и тебе, и всем ребятам, которые здесь присутствуют, чтобы вы черпали эту энергию, позвонили сегодня маме и папе. Расскажи, как поменялась твоя жизнь, когда ты снова полюбил отца, соединился с семьей своей. Как изменились твои отношения с внешним миром? Потому что блогер говорил о том, что отец и внешний мир — это вот прям связь такая есть, параллель между этими концепциями. Она поменялась только в лучшую сторону, потому что мы с отцом могли много-много дней не разговаривать, а получается, что сейчас как будто нет проблем, на которые я могу разозлиться. Я понимаю, в чем история наша с ним, и я прощаю все, что, как мне казалось бы раньше, несправедливо по отношению ко мне. И типа ты уже относишься немного как к ребенку, что ты типа знаешь, где в какой момент ты можешь получить, и ты уже готов на это, и ты такой, ну ладно, типа я разрешаю, чтобы это произошло. И это внутреннее разрешение, как, знаешь, да, этот психологический прикол с переталкиванием, что как только ты убираешь сопротивление, и пропадает ответное сопротивление. И так же произошло с папой, что я перестал сопротивляться, а он перестал давить. И у нас стали самые лучшие отношения в жизни. И как тогда с психологом мне после этого открылись новые дороги в каком-то росте внутреннем, так и здесь после работы с психологом в Грузии уже мне открылись новые дороги к моему росту. И, собственно, то, как я сегодня выгляжу, я вообще раньше я выглядел только в черном и без бороды. Но сейчас я немножечко стараюсь измениться в том плане, что посмотрите, какой я могу быть. Мне интересно. Сегодня я такой. То есть, по сути, проработка отца, признание отца и встраивание его в свою систему на свое же место, и когда ты признал себя его сыном, получается, что у тебя ушло вот это внутреннее напряжение, ты перестал сопротивляться внешнему контексту, который тебя где-то ущемляет. В том числе. То есть ты все равно накладываешь какие-то взаимоотношения в жизни, как взаимоотношения с родителями. Потому что родители — это первая модель восприятия твоего, и делает это призму того, как ты воспринимаешь вообще все, что происходит в мире. Поэтому я отвечаю на вопрос, что действительно, как только какие-то трансформации происходят с родителями, ты сразу же по-другому взаимодействуешь в обществе и растешь. Скажи мне, что ты хочешь узнать у нашего следующего гостя? Вопрос будет такой: что ему дороже, я или мама? Кто вам дороже? Я или мама?
В номинации «Самый ебунячий вопрос» побеждает вот этот твой вопрос. Мне ж прям сердце застучало. Потому что как будто это через себя проживаю. Большая крепкая семья, она очень имеет огромный ресурс. Причем как положительный, так и отрицательный. И что этот человек берет от своей семьи, я хочу прям акцент сделать, не беру маму и папу, а что он берет от всей семьи. Это и бабушки, и дедушки, и братья, и двоюродные братья, и какие-то очень-очень дальние родственники, потому что в моей семье она на самом деле не такая большая, но те, кто вот прям дружат, они, знаешь, появляются вот в какие-то такие важные в жизни моменты, что ты такой, блин, какие они классные все-таки, знаешь. Да, И вот да. вот этот вот ресурс и понимание, знаешь, потому что очень много вот этих этапов, про которые я сегодня рассказывал, они были, знаешь, с чьей-то помощью, из семьи. И не всегда это были родители, появлялись такие родственники, которые вот очень-очень дальние по всем родственным связям, а они болеют за тебя как за вот такого, знаешь, самого близкого. Мне очень понравилось отвечать. Пусть 5 родственников, от которых он берет самых таких вот важных в жизни и положительное, и отрицательное, чтобы было чередование. Требовательность к себе, она не дает полноценно заняться тем, чем я хочу, то есть заниматься развитием детей, потому что, как мне кажется, я не очень дорос в чем-то, как спец. То есть я понимаю, что мне надо очень много штудировать психологию, я понимаю, что у меня очень много поверхностных знаний. Подожди, я как стратег еще сейчас включаюсь в диалог, и мне хочется сузить себя, но когда люди говорят, мне еще перед этим очень много чего нужно сделать, твой мозг в ахуе, он такой, ебать, я хочу чего-то там в будущем, но мне еще столько всего нужно сделать, а ты еще говоришь что-то, ну то есть ты не называешь конкретный, поэтому тебе нужно написать четкий план и структуру, во-первых, чего ты хочешь, какая у тебя цель, зачем тебе это нужно. То есть тебе нужно максимально свою цель со всех сторон обложить концептами, зачем оно тебе, чтобы ты смотрел на нее и вспоминал, так это же дело моей жизни, вообще-то я без этого жить не хочу. Ну да. Типа, можно, конечно, но это все равно, что папу не любить всю жизнь. Чтобы это не было ни единой причины не делать это. Да. Потом ты прописываешь план, что тебе нужно, потом к какому числу тебе нужно это сделать, и ты выстраиваешь такую структуру. Опять же, ты ходишь и варишься в этом, как в каком-то контексте, что это что-то несбыточное, и что ты еще не дорос до этого. Сейчас очень серьезно выросла самоосознанность. Мы даже с Ниной, привет, тебя очень люблю, с Ниной тоже разгоняем такую тему, что наши родители, они были в гораздо хуже условиях, чем мы сейчас, а мы сейчас в условиях гораздо более комфортабельных, так скажем. И это все равно нас заставляет сомневаться, в том числе и в заведении своих детей. Но, опять же, у нас такие довольно-таки беспрецедентные условия, когда тут война, тут ковид, как бы какой-то вот страх в завтрашнем дне и неуверенность в своих силах, она тоже заставляет сомневаться в том, что у тебя получаться быть хорошим родителем. Но я понимаю, что сейчас у нас уже на старте гораздо больше есть ресурсов, чтобы больше вложить в ребенка знаний и полезного конструктивного развития, чем у наших родителей. При том, что нас тоже много очень дали и сделали для нас. Хочется, этим делиться, и хочется как-то вот преодолеть тоже в том числе этот барьер. Наверное, это все должно одновременно происходить, когда ты и на работе. Наверное, это все будет происходить тогда, когда я начну это делать уже прям окончательно. У меня как-то спросил парень насчет целей. Типа, как начать что-то делать? Типа, вот с чего начать? Я говорю, это самый прекрасный вопрос, который можно задать в контексте целеполагания и исполнения этих целей. Первое, что тебе нужно сделать, это сделать. И все. Тут нет никакого лайфхака, никакой лазейки нет, тебе нужно просто напрячься, понять, что ты обосрешься в первый раз, но сделать это. И ты сделавший это, и ты не сделавший это, два разных человека абсолютно. Ты знаешь, я немножко поделюсь лайфхаком. Давай. Даже не лайфхак, который не работает. Кому нужно, берите. Лайфхак, который не работает. Отличная рубрика. Баланс. Лайфхак, который не работает у меня, но у вас он может сработать. Ты сейчас говоришь о вещах, которые я не раз брался, и
не заканчивал. Ни разу это не приводило ни к какому хорошему результату. То есть это все заканчивалось... Я понимаю, что я это не доделываю. Да. И каждый раз, когда я берусь, я понимаю, что я это не доделаю. Я поняла. И теперь... Я все поняла. У меня супер-мега инсайт. Давай, продолжай. Спасибо. С недавних пор стараюсь подключить людей к какой-то работе совместной, над которой я не могу работать сам. Да. И я понимаю, что я не справлюсь с этим. Да. И поэтому я бы хотел с кем-нибудь прописать. Я уже знаю одного человека. Супер. Обращайся к нему. Почему ты так на меня смотришь? Почему ты так на меня смотришь? Это что я? К которому я бы хотел обратиться, чтобы прописать эти вещи. Это, смотри, это понимание своих возможностей. Это не о том, чтобы увильнуть от ответственности. Это о том, что я не могу быть настолько сконцентрирован по всем параметрам, и каждый раз это приводит к негативному опыту, к негативной истории, негативному подкреплению, как ты говоришь. Поэтому я бы хотел с кем-то это сделать, но учитывая, что ты не всегда имеешь весь набор людей с разных уровней, ты не всегда можешь обратиться к нужному человеку. И поэтому ты сейчас тоже у меня инсайт, грубо говоря, что нужно просто попробовать с кем-то это сделать. Ты сказал чертовски важную фразу. Смотри, спиральной динамики как это... Давай это божественно. система... Давай божественно важную фразу. О том, что ты должен делать это не чертовски вместе. важную фразу, Короче, спиральная динамика, она о том, что люди развиваются эволюционно в течение жизни. Да. Это все психологически зашитые конструкты развития. То есть ребенок проходит стадии развития, и it's okay. А красный уровень, он сильно о том, что ты делаешь все один, потому что ты на адреналине, ты на своих эмоциях, ты такой пиздатый, ты ищешь подтверждение своей охуительности в каждом действии, поэтому ты все делаешь правду, очень классно, очень ярко, вкусно, громко. Это про красный уровень. Следующий уровень, он про коллективное, про коллективные действия. И правда, такая система сложная выстраивается только благодаря объединению нескольких уставших красных в одну систему. И дальше они помогают уже друг другу все это оформить, потому что один человек не может построить всю компанию, работать за всех. Конечно, обычно это стратеги, маркетологи, айтишники. Это как какая-то мини-компания такая, в которой разделены роли. Да. Но тут больше даже, что прикольнее, когда ты распределяешь роли именно в соответствии с возможностями какого-то человека, именно внутренними. Да. То есть я просто немножечко знаю про другую систему, где есть, это опять же с тренинга, моторы, анализаторы, контролеры и поддержка. И вот как раз таки моторы завелись, контролеры все проконтролировали, анализаторы все проанализировали и поддержали тем самым моторов. Это у нас как раз не нули и симбиоз, то есть я мотор, то есть я что-то загорелся, полетел делать, а она села и сидит, отчет пишет. Вот это использование, психологические особенности каждого человека на каком-то определенном месте, оно, мне кажется, и может довести продукт до какого-то уникального результата. У меня вопрос к тебе. Где тебя можно найти, по каким вопросам к тебе можно обратиться и кого ты ищешь себе в команду, ты можешь обратиться прямо в камеру сейчас, и, возможно, тот самый идеальный... Настал этот момент. Я всю жизнь хотел сказать: Инстаграм, если ты меня слышишь, я твой... Я все сказал. Можете найти меня в Телеграме, ВКонтакте, подписывайтесь, ставьте лайки. Как тебя найти? Я занимаюсь монтажом. Дмитрий, момент монтаж. Поэтому монтаж и Проект связанный с детьми. Новые возможности. Новые возможности — это к чему? Мы сейчас находимся в месте новых возможностей, потому что На самом деле мы находимся в месте Цискари. Это арт-пространство в Тбилиси, которое проводит мастер-классы по живописи, между прочим, спортивные, танцы, йога. Все здесь есть. Великолепное пространство, очень аутентичное, спокойное, в центре города. Спасибо большое, что пригласили нас записать здесь видео. Место возможностей. Да, и мы приглашаем вас в это место возможностей.
место возможностей. Но это такая маленькая модель Тбилиси. Здесь собрали самые креативные люди Да. и самое креативное пространство, потому что здесь действительно мы находимся в таком моменте, когда собралась такая, знаешь, элита Да, это интеллектуальная, так круто. интеллектуальная, потому что Да. я с периферии, там, наша Хтонь как бы, славится дымящими трубами, вот, и расстрелом в 62 году. Получается, что я, человек полудеревни, могу здесь взять от самых уникальных людей, которые вынуждены были уехать. Я не политическую сейчас хочу историю рассмотреть, я хочу просто констатировать, что сюда переехали люди, которые максимально разные, максимально интересные. То Да. есть, и они максимально смелые, потому что им это действительно очень серьезный опыт взять, решиться уехать, это стресс. И получается, что у меня есть уникальная возможность учиться общаться с людьми. И с детьми, кстати, такая же история, что дети своим свежим мозгом, нетронутым мозгом могут тебя научить каким-то интересным вещам. Да, такие кристально чистые Да. трансляторы. Надеюсь, что мы сегодня тоже были такими, постарались, по крайней мере, достать вам доставить частичку света, счастья и любви к нашим родителям. Так точно, мы сегодня обратились. Я напоминаю, подкаст можно было не смотреть. Главное, про нас знайте, подписывайтесь и ставьте лайки. Жмакайте на колокольчик. Всех очень любим. Мамочка, папочка, тебя встречи. вообще больше всех. Какой милый, нежный выпуск. Спасибо. Спасибо тебе. Вообще очень классно. Круто.